Как составить план заботы о себе? Что такое план заботы о себе и для чего он нужен? По факту это своеобразная дорожная карта, которая помогает вам справиться со стрессом, не впасть в отчаяние и не потерять контроль, если навалились проблемы. Такой план должен быть создан вами и специально для вас, с учетом ваших особенностей. Для чего он нужен, вы меня спросите? Давайте разберемся. Во-первых, чтобы лучше понимать себя и свои потребности. Сам процесс составления стратегии, а потом и применение ее на практике, поможет вам узнать себя и проанализировать, чего вам хочется и что помогает вам почувствовать себя лучше. Во-вторых, чтобы не растеряться в трудной ситуации. У всех бывают тяжелые периоды: усталость, разрыв отношений, завал на работе, эмоциональное выгорание. В такие моменты не понимаешь, как справиться с этим хаосом и не потерять присутствие духа. Но если у вас уже будет готовый пошаговый план, то взять ситуацию под контроль станет проще. И в-третьих, чтобы заботиться о себе регулярно. И научиться поддерживать себя самостоятельно. Ведь если вы делаете это каждый день и хорошо понимаете свои потребности, то в кризисные моменты вам будет проще успокоиться и собраться. Как говорится, у меня есть я, и мы справимся. Сейчас мы с вами разберем определенные шаги, которые требуются для того, чтобы составить план заботы о себе. Итак, шаг первый. Вспомните, что помогало вам прежде. Проанализируйте свой прошлый опыт. Вспомните, какие действия помогали вам почувствовать себя немного лучше. Это могут быть дыхательные практики, занятия спортом, сон, просмотр любимого кино, беседа с близкими. Составьте свой перечень. Только постарайтесь не включать в него то, что способно нанести вред вашему телу и психике. Курение, употребление алкоголя, переедание и так далее. Шаг второй. Подумайте, что еще могло бы вам помочь. Может быть, вам попадались интересные советы, например, о какой-либо методике дыхания, которая помогает в стрессовой ситуации. Или о том, как устроить 3-дневный сонный марафон и вернуть себя к жизни после тяжелой недели. А может, кто-то из близких рассказывал, что его буквально спасли занятия йогой или массаж. Вспомните все идеи, которые могли бы добавить в вашу жизнь покоя и радости. Составьте из них отдельный список. Шаг третий. Разделите жизнь на сферы. Выберите те сферы, которые важны для вас, а после для каждой из них пропишите отдельную стратегию. Сферы могут быть, например, такими: работа, отношения с людьми, тело и физическая активность, эмоциональная стабильность. Шаг четвертый. Продумайте стратегию. Для каждой сферы составьте список дел, которые помогают чувствовать себя стабильнее. Для этого воспользуйтесь идеями, которые вы выписали в первых 2 шагах. Будьте реалистичны, все действия должны быть легко выполнимы. А сейчас давайте разберем несколько идей для каждой из сфер, чтобы вы смогли сориентироваться. Начнем с работы. Что на работе может поднять вам дух и привести вас в стабильное эмоциональное состояние? Например, во время обеденного перерыва можно провести время в одиночестве, выйти на прогулку, если есть такая возможность. В общем, уединиться, чтобы почитать ту же книгу или просто посидеть в тишине. Также можно взять в офис вкусную и сытную еду, купить ароматный чай или кофе. Еще можно немного украсить рабочее место, принести туда растения, фотографию близких, либо красивый блокнот. Сюда же можно добавить покупку удобной подушки под спину или антистресс-игрушку. Можно работать отрезками по 25-30 минут вместо одного большого перерыва, делать много маленьких. Либо слушать в наушниках красивую инструментальную музыку, если она вас не отвлекает. Следующая сфера – это отношения с людьми. Здесь можно поговорить с тем, кому вы доверяете по телефону, видеосвязи, либо лично встретиться. Можно выбраться вместе с другом в новое интересное место, либо же сходить в гости и позвать гостей к себе. Если говорить про такую сферу, как тело и физическая активность, здесь себе можно помочь таким списком дел. Выйти на пробежку, позаниматься растяжкой или йогой, принять ванну с маслами, солью и пеной, сходить в сауну, потанцевать, устроить сонный марафон, сходить на массаж, отправиться в хороший ресторан или приготовить вкусное блюдо по новому рецепту. А вот сфера эмоциональной стабильности вообще не знает граней. Здесь можно, например, вести дневник,
заниматься творчеством либо рукоделием, посмотреть фильмы или сериалы, зажечь ароматические свечи и почитать интересную книгу, послушать музыку, помедитировать, делать дыхательные упражнения, гулять, полежать на диване, на пару дней отказаться от интернета и гаджетов. К слову, для тех, кого интересует детокс от ваших гаджетов, интернета, соцсетей и прочего, обязательно посмотрите наш видеоролик на данную тему. Ссылку я оставлю в описании и в подсказках. Он, собственно, так и называется – интернет-детокс. Если эти идеи вам не подходят, вы можете подобрать свои. Главное, чтобы в вашем списке были занятия, которые наполняют энергией и поддерживают именно вас. Вернемся к нашим шагам. Пятый шаг – это вспомнить свой негативный опыт. Мы часто пытаемся унять тревогу с помощью не самых здоровых занятий, которые в долгосрочной перспективе не приносят нам облегчения, а только заставляют нас чувствовать себя еще хуже. Например, кто-то курит или употребляет алкоголь, а потом просыпается разбитым и с головной болью, а кто-то залипает в телефоне, бесконечно листая ленту в соцсетях, и в итоге к стрессу прибавляется чувство вины за потраченное время. Выпишите все свои деструктивные способы борьбы со стрессом, к которым вы обращаетесь, и подумайте, чем их можно заменить. Например, я не буду целый день торчать в соцсетях, потому что от этого занятия я устаю и нервничаю еще больше. Вместо этого, если я захочу отвлечься, я почитаю легкую книгу или посмотрю сериал. Шаг 6. Составьте список надежных людей. Это могут быть ваши друзья, родственники, хорошие знакомые, к которым можно обратиться, если очень хочется выговориться. Важно, чтобы вы доверяли этим людям и были уверены, что они не станут критиковать вас и обесценивать. И последний, 7-й шаг – это, конечно же, воспользуйтесь планом. Теперь у вас есть большой список занятий, которые помогут собраться, прийти в себя и восстановить свои силы. Он разделен на несколько категорий в зависимости от ваших личных особенностей. Вам нужно распечатать его или сохранить в электронном виде, чтобы он всегда был у вас под рукой. И если случится что-то неприятное или вы просто почувствуете, что устали, можно обратиться к своему плану и быстро сообразить, что делать. Кстати, такой план может работать не только в кризисных ситуациях. Договоритесь с собой, что каждый день будете уделять заботе о себе хотя бы 30 минут. И сделайте отметку об этом в ежедневнике. Психологи считают, что эта привычка поможет вам чувствовать себя стабильнее, гармоничнее и быть более устойчивым к стрессу. Личный опыт. Я не пробовала составлять полномасштабный план заботы о себе, но у меня есть усеченная версия. Небольшой список дел, благодаря которым я чувствую себя лучше и наполняюсь силами для решения проблем. В него входит, например, ведение дневника. Письменные практики помогают хотя бы немного справиться с тоской, усталостью, выгоранием, кризисами и многими другими проблемами. А еще в моем списке есть чтение, вязание, мятный чай, медитация, чесание пузика коту и по возможности отказ от интернета и гаджетов. Если я чувствую себя не очень хорошо и мне нужно собраться, я просто заглядываю в блокнот и выбираю дела, которые сейчас могут мне в этом помочь. И знаете, это работает. А как вы заботитесь о себе? Делитесь в комментариях. На этом наше видео подходит к концу. Благодарим автора Асю Плошкину за замечательный материал, на основе которого создан данный ролик. Ставьте большой палец вверх, обязательно подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!